Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И тему сегодняшнего видео мне подсказала моя коллега из социальной сети ВКонтакте. А тема заключается в том, чтобы рассказать, как можно записать важный для вас вебинар, для вас лично, в том случае, когда вебинар действительно важный, но записи, как вам сказал коуч, ваш наставник, не будет. Я надеюсь, что инфобизнесмены меня простят, и вы будете эти записи использовать только для своих собственных нужд, не для коммерческого использования. Итак, приступим. Первым делом я открываю почту и пытаюсь в ней выловить ссылку с приглашением на вебинар. Вот она, эта ссылка. Итак, вот эта ссылка. Я ее открываю. Боже мой, какая жалость. Оказывается, вебинар был вчера, я перепутала даты, но не проблема. Я вам показываю суть, вы поймете. Итак, вебинар начинается. Расширим экран на весь экран. Раз, два, три. И я запускаю программу Camtasia. Представьте, что вебинар идет. Запускаю программу Camtasia, выбираю Record the Screen, запись экрана, секунду ожидания. И вот показываю, я включаю. Если меня слышно. Представьте, что это идет вебинар. Идет запись. Прямой эфир, я вижу вас. О чем показывает нам, что показывает нам, что идет запись. Меняется время. Обратите внимание, что необходимо выставить максимальную громкость. Паузу можно поставить при необходимости. Можно удалить все, что было записано, если есть необходимость. Ну, к примеру, нас этот кусочек устраивает, я не буду все час и 19 минут утомлять вас этим делом. Допустим, вебинар закончился. Вы благополучно нажимаете на самый крайний квадратик справа. Стоп. И у вас появляется возможность редактировать эту запись. Вы можете, например, вырезать необходимый вам кусочек, который вам не нужен в данный момент. Уже не буду вам показывать весь мастер-класс по Camtasia. Выделяете эту область, вы нажимаете ножнички. Вы можете, например, перемещаясь курсором, разделить эту область на два куска, ставите вот эту разделительную линию и передвигаете. Ну, для записи вебинара, думаю, этих функций достаточно. Для того, чтобы сохранить запись, вы можно тоже выбрать файл «Сохранить проект». Даете название «Сохранить». И для того, чтобы преобразовать формат, привычный вам AVI, либо я вам советую формат MP4, вы выбираете в меню Produce and Share. Выбираем пользовательские настройки проекта. Далее MP4. Это более легкий формат, меньше по весу, без ущерба потери качества. Либо VMF, либо AVI, это уже на ваше усмотрение. Выбираем MP4. Выбираем далее. Еще раз далее. И еще раз далее. Даем название файлу. И затем выбираем «Готово». Да, пропускаем. Начался процесс рендеринга видео. Поскольку у нас видео совсем небольшое по продолжительности, процесс будет не очень долгим. Ну вот, рендеринг закончился. Я нажимаю кнопку «Готово». И мы можем проверить, что у нас получилось в итоге. Я открываю папку, в которую я записываю это видео. Запись вебинара. Вот этот файлик. Ну, принцип вы поняли. Я надеюсь, что сегодняшнее видео было вам полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи.